Хотим показать вам порядок измерения диаграммы направленности антенн, вид из компьютера. Для начала работы по измерению надо запустить программу Polygon фирмы Geozondes. При включении этой программы у нас появляется окно System V. С помощью этого окна мы можем управлять устройствами. Это EPOS позиционер, это включение позиционера, и приборами. Digital Sampling Scope SD203 Control by USB. Это наш прибор. Прибор наш выглядит. Вот это дисплей нашего прибора. Прибор называется, программа называется ZX Oscilloscope Screen. У этого осциллоскопа есть возможность выбирать Time-Base, Sensitivity, отображение дисплея. Вот покажем, что такое Time-Base. Time-Base это значение развертки по X в наносекундах. Наносекундное деление, полносекундное деление, она имеет задержку плавную. Тут мы можем сигнал двигать. Сейчас мы видим временной сигнал, прошедший между антеннами. И цифровая задержка, быстро прыгающая. Но при такой развертке мы не попадем. Надо поставить другую развертку. Тогда будет видно. Тут по 4 на секунду прыгает. Такая вот штука. Мы выбрали окно полносекундного деления. Нам удобно. Почему? Потому что сигнал уже почти кончается. А новый сигнал, который связан с длиной кабеля, вот этот вот, еще не начинается. Ну и кроме того, у нас это удобно для того, чтобы через 9 наносекунд повтор. Удобно такое окно использовать для того, чтобы спектр был у нас ограниченный. Полное секундное деление, выбор окна. И поскольку мы будем вращать наше устройство, то мы его ставим где-нибудь посередине. Sensitivity — это управление сигналом по Y. Здесь чувствительность в милливольтах на деление. Она уменьшается, увеличивается. Position — это позиция на экране. Поставим 0, то вот она будет в нуле. И есть кнопка авто, которая позволяет поставить его таким образом, чтобы занять 80% экрана. 10% снизу, сверху и снизу убирается. Так, следующее устройство, которое мы хотим показать. Сейчас мы сдвинем пониже, чтобы не мешало. Это поворотное устройство. Позиционер. При вызове в первый раз происходит инициализация. И мы получаем орган управления поворотным устройством. Тут мы видим углы, которые можно менять с помощью вот такого роллера. И можно поставить. Изначально он стоял на нуле. Вот сейчас я поставил минус 23. Нажать Go. И она пойдет. Видим, что сигнал уменьшился. Почему? Потому что поворотное устройство покрутилось. Поставив обратно 0. Мы поставим начальное значение. Видно, что при большой скорости сигнал начинает колебаться, поэтому скорость для измерения лучше сделать поменьше. Вот я сейчас из 15 градусов в секунду сделал 2 градуса в секунду. Теперь скорость перемещения будет значительно меньше. Мы можем набрать цифры, можем этим бегунком. Вот сейчас при малой скорости мы идем от 0 до 10 градусов. И можем считывать здесь значение текущего угла. Видите? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. При поворачивании на 10 градусов сигнал уменьшился где-то так. Так, ну еще раз поставим на 0. Посмотрим, какой максимум сигнала. Его можно сохранить. Ну, тут много всяких иконок. В частности, дисплей.
может показывать вам сигнал без накоплений, с накоплениями. Я привык смотреть с накоплениями. Есть такая кнопка, называется Memory. Memory позволяет положить этот сигнал, загрузить его в память. Вот, тогда мы можем наблюдать какие-то смещения из-за дрейфа X или Y, как сигнал уплыл со временем. Вот, я теперь положил один сигнал в память, другой я могу, допустим, вот так я вращаю, и мы можем посмотреть, вот кроме того, что амплитуда изменяется, видите, изменяется и фаза этого сигнала, значит, антенна стоит не строго в фазовом центре. При вращении фаза сигнала уменьшается. Ну вот, это демонстрация возможности экранной памяти. Поставим опять на 0. Скорость увеличим, чтобы это быстрее прокрутилось. И для начала измерения желательно с большой скоростью поставить на начальный шаг. Мы хотим прокрутить от минус 180 до плюс 180. Значит, ставим начальное значение минус 180. Так, можно включить еще видео на этом. Так, мы показываем работу с прибором для измерения диаграммы направленности. Сейчас мы устанавливаем значение. Так, Memory выключим, чтобы не мешало. Поворотное устройство. Устанавливаем начальный угол минус 180 градусов. Вот здесь вот. Вот он становится туда. Амплитуда сигнала сильно упала, поскольку мы сейчас наблюдаем задний лепесток прибора. Как это выглядит у нас в нашей камере. Вот здесь можем посмотреть. Вот там поворотное устройство. И как видим, у нас сейчас я остановлю, паузу сделаю. Так. Извините, я на минутку отвлекся. Так, продолжим. При положении антенны в антенну у нас сигнал большой. Сейчас мы его устанавливаем на начальную позицию минус 180 градусов и будем видеть, что сигнал будет уменьшаться. Амплитуда сигнала будет соответствовать сигналу в положении обратного лепестка. Так, поворотное устройство крутится, там другая камера снимает при этом. Ну, для того, чтобы сделать измерение, мы установим скорость поменьше и переходим к измерению диаграммы направленности. Для этого у нас есть такое окно измерения антенна Pattern Time Domain. Мы вызываем это окно. Что нам надо здесь? Установить начальную частоту, шаг по частоте и количество частот. Но поскольку у нас антенна широкополосная, то если начальная у нас частота 1 ГГц и шаг 1 ГГц, то чтобы набрать 40 ГГц, мы поставим здесь 40. Начальный угол у нас минус 180 градусов. Конечный 180 градусов. Будем вращать в режиме Fast. Запускаем. Появляется окно быстрого измерения. Тут нам надо выбрать частоты, на которые мы хотим изобразить нашу диаграмму. Мы какие-нибудь наберем, сколько мы хотим. Шифтом. Ну, последний 40. Посмотрим, что получится. Значит, выбрали 2 ГГц, синие, 6 красные, 12 зеленые, 18 черные, 26 фиолетовые и 40 какая-то коричневая. Все, угол поворота установлен, начальное значение угла есть, скорость 2 градуса в секунду, поехали.
Тут у нас напоминает о том, сколько у нас накопления стоит при сборе и сколько точек. Окей. И теперь вы увидите, как в темпе происходит измерение. Так, где-то у нас там запись идет. Вот можем показать, что там антенна крутится вот с маленькой скоростью. Там крутится антенна, а здесь у нас происходит построение диаграммы направленности в реальном времени. Тут у нас децибелы по Y, по X у нас градусы. Вот здесь у нас идет изменение текущего угла минус 100, минус 97, минус 95 и так далее. Так происходит снятие диаграммы направленности. То есть на этом графике мы видим в реальном времени, как строится сам график. В другом окне мы можем посмотреть, как выглядит сигнал на осциллографе. Если мы хотим увидеть оба окна, то можно их сделать поменьше. Например, вот так. То есть в окне осциллографа мы видим увеличение сигнала при подходе к нулевому значению диаграммы направленности и уменьшение после того. Здесь на экране осциллографа мы видим временной сигнал, а в этом Fast Time Domain окне мы видим разложение этого сигнала по спектру и построение амплитуды этого спектра, спектральной плотности от градусов. То есть при 0 градусов мы имеем для частоты 6 ГГц, это у нас максимум, я вижу, порядка 28 дБ, а при минус 180 градусов около минус 2. То есть разница между ними порядка 30 дБ. Это динамический диапазон. То есть мы имеем основной лепесток, имеем боковые лепесточки, вот эти вот колебания красные, и имеем обратный лепесток, который будет на уровне минус 30 дБ. Для частоты 2 ГГц, синий вот этот сигнал, у нас видно отношение вперед-назад хуже. То есть вперед у нас светит минус 15 дБ, а назад минус, то есть плюс 15 дБ, а назад светит плюс 3-4, наверное. То есть динамика вот между вперед и назад около 12 дБ. Все, измерение закончилось. Мы здесь даем название этим данным. Например, AP, антенна pattern, H-plane. Ну, можно название еще дать самой антенны. Ну, пусть будет это какая-то антенна 1. H-plane. Сохраняем. И в результате после обработки мы можем посмотреть, как она выглядела в другой графике. Выходим, делаем постпроцессинг. Поскольку сохраняются данные в комплексном виде, то мы должны сделать модуль, нормировку и показать в децибелах. Вот мы сохранили сейчас AP ANT1, амплитудная характеристика. И делаем из нее модуль с нормированием и в децибелы. Модуль, нормировка, децибелы пишем. Окей. Cancel. В графике можно увидеть, как выглядит это. То, что мы сейчас построили диаграмму. Вот хотим на 2 ГГц, допустим. Вот так выглядит. В полярных координатах вот так. То есть это то, что мы видели там, как я говорил, от 0 до минус 11 дБ вперед-назад. Самая низкочастотная. Если хотим увидеть другие частоты, можем выбирать другие. Вот 2, 4 ГГц, допустим, 6 ГГц. Как выглядит на этих частотах? Вот так. Полярных выглядит так. Видно, что уже на других частотах обратных лепестков почти нету. То есть на 4 ГГц обратный лепесток уже больше 17 дБ, а
А на 6 ГГц он уже выходит за пределы нашего 20 дБ уровня. Если мы хотим посмотреть на наших обычных нормируемых частотах, обычно мы смотрим на самой низкой частоте, на 2, потом на 18, ну можно на 26 и на крайне на 40. Вот как она выглядит, эта диаграмма на всех частотах. Такую диаграмму мы прикладываем к результатам тест results антенны. Здесь мы пишем комментарии, на каком градусе сколько получили частот. Какой ширины лепесток получили на каком градусе. Это мы можем считывать вот здесь. Вот на уровне минус 30 дБ. В первом у нас 26. Первый это у нас 2 ГГц. Можно поставить курсоры на уровне минус 30 дБ. Курсор слева. Минус 2,8 или 3,11. Курсор справа. Смотрим, что здесь было 3. Вот разница 27 градусов. Или точнее здесь вычислено минус 26,3. Ну, вот как это в полярных выглядит. Вот такая картинка у нас прикладывается в тест результат. Все, спасибо за внимание. До свидания.